В 90-е улицы российских городов принадлежали не властям, а бандитам. Спортивные костюмы, козырные разборки и хрустящие купюры в дипломатах стали символом эпохи. Абонентская плата, как они называют. Абонентская плата за крышу. Но мало кто знает, как на самом деле происходила зачистка 90-х. В этом видео выясним, как спецслужбы и оперативники МВД, рискуя жизнью, уничтожали ОПГ, и существовал ли на самом деле таинственный отряд киллеров в погонах «Белая стрела». Чтобы понять масштаб трагедии, нужно представить Россию начала 90-х. Советский Союз рухнул, оставив после себя не только свободу, но и экономический вакуум. Заводы стояли, армия деморализована, а милиция оказалась заложницей старых методов работы. Полковник милиции в отставке Евгений Черноусов в своих интервью вспоминает, что система развалилась мгновенно. Лучшие кадры уехали в горячие точки или ушли в коммерцию, где платили в разы больше. Те, кто остался, были деморализованы низкими зарплатами и отсутствием уважения в обществе. Бандиты это чувствовали. В 90-е положением ослабленной исполнительной власти воспользовались. Тогда пошли грабежи, разбои. Убийства стали плохо, медленно раскрываться. Повсюду стали возникать преступные группировки. Срочно пришлось вводить новые уголовные статьи под преступное сообщество, вспоминал Черноусов в одном из интервью. Бандиты ездили на дорогих иномарках, открыто стреляли в городах и покупали судей и следователей. Им казалось, что они и есть новая власть, но это заблуждение стало роковым. Много дел очень, конечно, разваливалось, потому что и суды продажные, и адвокатура достаточно шустрая. Пожалуй, самая интригующая страница борьбы с оргпреступностью – это слухи о секретном отряде «Белая стрела». Поговаривали, что в недрах спецслужб было создано подразделение, которое работало без суда и следствия. Их методы были простые и ужасны – выследить главаря ОПГ и ликвидировать. Поводом для паники стал случай в 1999 году в Москве. Некий гражданин в нетрезвом состоянии влетел на машине в автосалон. При задержании у него нашли арсенал оружия, а когда тормоза у него окончательно отказали, он начал рассказывать следователям страшные вещи о том, как он работает в двойке «Белой стрелы». Методом был почерком Ореховских – подрезать машину у жертвы, спровоцировать конфликт и расстрелять всех. Однако существует и другая версия, более циничная. Некоторые историки спецслужб полагают, что «Белой стрелы» как организованной структуры не существовало. Это был грамотный информационный вброс. Слухи о возмездии, приходящем из-за угла, должны были посеять панику в криминальной среде. Если бандит боится, что его убьют свои, элемент за каждым углом, он начинает ошибаться. Кого же из убитых авторитетов приписывают стреле? Волна загадочных смертей авторитетов в середине 90-х подливала масло в огонь. «Белой стреле» приписывали ликвидацию Аттари Квантаришвили, хотя позже сознался киллер Алексей Шерстобитов, убийство Валерия Длугача по кличке Глобус и даже исчезновение вора в законе Сибиряка, устроившего сходку в Бутырке. Официальные лица опровергают существование стрелы, но совпадений в смертях авторитетов в те годы было много. Если «Белая стрела» — это тень, то реальные спецоперации против ОПГ проводились часто руками самих бандитов. Принцип «разделяй и властвуй» сработал идеально. Яркий пример – разгром самой грозной ОПГ Петербурга начала 90-х, Великолукских. Братья Гавриленковы, Николай и Виктор контролировали подпольное казино, проституцию и налог на иммигрантов. Они начинали с продажи разбавленного пива, а закончили контролем над нефтью и недвижимостью. Но когда они наехали на группировку Тамбовских, началась война на уничтожение. 30 июня 1995 года у своего дома на Московском проспекте был расстрелян из автоматов Николай Гавриленков. С асфальта собрали 55 гильз. Лидеров убивали в Венгрии и на улицах Питера. Эта бойня ослабила Великолукских настолько, что милиции оставалось только добить остатки. В итоге криминальный Петербург перешел под контроль Тамбовских, которые сами позже были уничтожены или сели в тюрьмы. Абсурд 90-х достиг апогея в деле петербургской ОПГ Владимира Борисова, известного как Прапорщик. Это была банда нового типа. Прапорщик собрал вокруг себя отставных военных и спецназовцев. Они тренировались в тирах, ставили прослушку уровня ГРУ и гримировались перед убийством на студии Ленфильм. В
Киллеров гримировали под бомжей или случайных прохожих, чтобы те могли в упор расстрелять жертву. Банда контролировала десятки предприятий, а ее боевое крыло возглавлял Юрий Бирюченко по кличке Танкист, офицер, который еще в армии расстреливал солдат за дерзость, отделываясь принудительным лечением. Схватили прапорщика не сразу. В 2007 году суд оправдал его по статье «Бандитизм». Это был шок для общества. Его отпустили, но он не успокоился. В 2010-х Борисов занялся рейдерством, захватив Государственный институт архитектурно-строительного проектирования и нанес ущерб почти в 300 миллионов рублей. Сейчас он снова за решеткой, а его подельник-танкист сбежал в Украину, где прикинулся православным меценатом. Проблема борьбы с оргпреступностью усугублялась тем, что сами милиционеры часто становились частью бандитских схем. Самый циничный пример – банда подполковника киевского УБОП Игоря Гончарова. Этот оборотень создал ОПГ прямо внутри спецподразделения «Сокол». Его люди останавливали машины на трассах, похищали бизнесменов и увозили их в лес. Гончаров убеждал своих подопечных, что они выполняют секретное государственное задание по ликвидации особо опасных преступников, ушедших от правосудия. На самом деле они душили жертв, закапывали их в лесу, засыпая известью и битым стеклом, чтобы звери не раскапывали могилы, а выкуп делили между собой. Когда двое его подопечных сержантов допустили ошибку и отпустили свидетеля, Гончаров лично надел им на головы мешки, задушил их и прострелил головы для верности, не терпел провалов. К началу нулевых волна открытого бандитизма пошла на спад, но не благодаря, а вопреки. Многие ОПГ самоуничтожились в междоусобных войнах, часть выживших авторитетов легализовалась, став депутатами или крупными бизнесменами. Парадокс ситуации в том, что к тому моменту, когда государство наконец создало мощный РУБОП, региональное управление по борьбе с организованной преступностью, оно же его и ликвидировало. В 2008 году президент Медведев подписал указ о распуске УБОПов. Функции передали в уголовный розыск. Как рассказывают ветераны, например, подполковник ЦР УБОП Михаил Игнатов, это было ошибкой. На самом деле оргпреступность с 90-х годов никуда не девалась, она просто изменилась, а сейчас подняла голову. Мое субъективное мнение такое: преступлением было ликвидировать службу по борьбе с организованной преступностью, говорил он в одном из интервью. Сегодня эксперты бьют тревогу: организованная преступность возвращается, меняя малиновые пиджаки на гаджеты и серые схемы в сфере IT и миграции.